Тельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на январь 2023 года. Верю в то, что вы начинаете с чистого листа, пусть это так и будет, пусть сама Вселенная и природа, и силы вам благоволят, а мы с вами проанализируем и посмотрим, с чем же вы входите в этот год. И анализировать это будем на парных колодах Викторианский Таро или Норман от Таротека Студио. Настраиваемся с вами на расклад. Общей энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы вам видны. Приступим. Общей энергии месяца у вас 4 жезлов. Карта стабильности, карта праздника, карта зоны комфорта, отдыха, воодушевления. Для кого-то это знаковый месяц, потому что решаются глобальные вопросы, связанные с недвижимостью. Причем не имеет значения, жилая она у вас или коммерческая. То есть для кого-то выгодно купить, для кого-то выгодно продать. Ну, а у многих это могут быть семейные праздники, торжества, дни рождения, помолвки, крестины, просто приглашение на свадьбу, потому что здесь энергия праздника, торжества, отдыха, восстановления и радости. У кого-то может быть радость от того, что вы завершаете ремонтные работы в вашем доме, или обставляете так, как вы хотите по своему вкусу, там дизайн интерьера, экстерьера, приезжаете в свой дом, который вы, допустим, приобрели. То есть новый этап стабильности, радости и тех процессов, которые вы длительный период ожидали. Конечно же, аркан у нас многогранен и может указывать на различные события, вплоть до перемены в личной жизни. Мы посмотрим, о чем здесь идет именно речь. Ну, по пажу мечей, поскольку у нас это в связке карты анализа, карты мониторинга. Это связано все-таки с бумагами оформления на недвижимость, покупка, продажа. Может быть, вы занимаетесь переоформлением лицевых счетов или просто какие-то бумаги, связанные с недвижимостью, начинают восстановление, вопросы дарственные, еще какие-то моменты. Вплоть до заключения договора с как строительной компанией, либо компанией, которая может выполнять вам какие-то ремонтные работы в вашем помещении. То есть заниматься этими моментами, этими нюансами. И если же это будет касаться вопросов росписи и планирования какого-то семейного торжества, опять же, анализировать, выбирать ресторан или гостевой дом, где это лучше провести, сколько это будет стоить. То есть это больше такая, знаете, как аналитическая работа по организации какого-то мероприятия. Если смотреть вопросы работы, у вас здесь падает аркан суд. Суд – это карта восстановления, возрождения, это новые силы, новые эмоции, новый поток. Для многих может указывать на кардинальную смену вашей деятельности. Как новое русло, новые эмоции, новое направление. То есть вы для себя можете определить, найти новую нишу. Посмотрим, как это будет созвучно с вами. Сначала смотрим тех, кто у нас по ряду причин не работает и работать не может. Суд, конечно же, говорит о ситуации и том факте, что вы будете заниматься домашними делами, но также суд и аркан смерть указывают на вопросы, связанные с наследством. То есть вы, допустим, можете оформлять дарственную на своих детей, на вас кто-то может оформить дарственную, это заниматься этими моментами. Кто-то получит наследство, или у вас уже прошел период, когда вы можете вступать в права наследования и заниматься этими организационными вопросами. То есть если здесь будет финансовый аспект, финансовая помощь, это через наследство. Если же вы у нас в статусе соискателя, какова здесь ситуация? Здесь пока трудоустройства нет, потому что суд и пятерка чаш – это определиться с вектором движения, вашей реализации. Это только понять и осознать, в чем вы хотите себя реализовать. Где вы себя видите, на какой нише, в какой должности. Это только, знаете, выбрать направление, но это уже половина дела. Если вы у нас наемный сотрудник, то суд и туз пентаклей – это получение бонусов, премий, повышение оклада, потому что здесь суд и туз пентаклей может быть, конечно, и за счет индексация заработной платы, но все равно, хоть не намного, но заработная плата здесь увеличивается, вы будете этому рады. Про повышение пока здесь сказать не могу, это все-таки больше как вопросы финансовых аспектов, либо если вам
допустим, предприятие задолжало по ряду причин, то теперь может вам компенсировать и выплатить всю ту недостачу, которую вы ожидали. Если вы у нас владеете собственным бизнесом, суд и жрец. Прекрасные арканы. Почему? Потому что для многих предпринимателей они указывают на ситуацию, что вы можете заниматься своим самообразованием или образованием вашего персонала, если у вас таковой есть. Вкладываться, повышать свой опыт, квалификацию, знания. Это, в принципе, может быть ребрендинг вашей фирмы, это изменение концепции вашей работы. Ну и по этим картам, конечно же, вы можете открыть какие-то курсы, мастер-классы, делиться опытом, навыками, вашими знаниями и, безусловно, это для себя монетизировать. Если смотреть финансовый аспект, у нас здесь ложится королева жезлов. Сама по себе карта, она не предполагает получение какой-то колоссальной суммы денег. Она указывает на улучшение социального статуса, может быть за счет чьей-то помощи, в частности, допустим, женщины огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец, или просто женщины такой волевой, яркой, харизматичной, с лидерской жизненной позицией, такая вот активистка по жизни. Но это могут быть также ваши амбиции, желание достичь большего, достичь лучшего, получить для себя какие-то новые блага. Это, знаете, когда вы ставите себе новую планку. И здесь королева жезлов дотягивает двойку чаш. Это все-таки улучшение ваших финансовых возможностей, вашего капитала за счет взаимодействия с третьими лицами. То есть новые партнерские договора, соглашения, у кого-то финансовая поддержка за счет помощи партнера или партнерши. Но здесь, как я говорю, для вас ситуация заиграет новыми красками. Это будет приятно. С точки зрения состояния здоровья, вот здесь пятерка мечей, ситуация мне не нравится, потому что пятерка мечей у нас всегда указывает или острую ситуацию, то есть заболевание, неважно какое, либо обострение хронических заболеваний. Давайте посмотрим, что здесь по факту. Пятерка мечей и королева пентаклей. В большинстве своем эта проблема связана с вопросами гормонального фона и вопросами репродуктивной функции, гинекологии. Поэтому здесь могут идти какие-то воспалительные процессы, здесь нужно будет заниматься ситуацией, пересматривать то, что вы там запустили, либо на что внимание не обращали, потому что ситуация вас просто поставит в такое положение, что оттягивать больше будет нельзя. И если смотреть вопросы личной жизни, здесь у нас ложится аркан умеренность, зона комфорта, баланса, спокойствия, радости и, знаете, к душевной стабильности в первую очередь, потому что вас ничего не беспокоит и не тревожит. Анализируем ситуацию для тех, кто у нас свободен. И здесь по тройке жезлов могу сказать, вы никого не ищете, ни на кого не вешаетесь, но тем не менее вы открыты к новым знакомствам, к новым социальным связям. И если здесь и будут знакомства, они будут больше такого дружеского порядка, но тем не менее, знаете, как отдушина. Есть с кем пообщаться, поговорить, провести время, вы не чувствуете себя одинокими. Если же вы в любовных треугольниках, то здесь умеренность и десятка пентаклей указывает на ситуацию неизменных, знаете, таких моментов. Это как жить на два двора, на две семьи. Это, говорю, одна семья гласная, другая негласная. И менять вы здесь ничего не намерены. То есть все будет оставаться так, как есть. Если же вы у нас в стабильных связях, у нас здесь ложится аркан справедливость. Это может быть чрезмерная такая позиция, как по отношению к вам, то есть какая-то там критиканство, придирки, выяснение взаимоотношений, либо здесь по ситуации, даже как это сказать, попытки в чем-то вас упрекнуть. Это, конечно же, проанализировать свои поступки, либо поступки партнера, партнерши, это ответить на какие-то придирки, это, знаете, как вплоть до того, что расписать какие-то обязанности даже в быту, какие-то нюансы, чтобы не выводить друг друга из состояния зоны комфорта. Ну и, конечно же, здесь идет решение юридических вопросов, допустим, оформление там доверенности, что-то подписать, переподписать, такого общего плана, общего порядка. Если мы посмотрим рекомендацию, у вас сложится аркан мир. По миру это завершение старого цикла, это выход на новый цикл. В качестве совета это, знаете, быть открытым миру, быть открытым новым технологиям, инновациям, новым нестандартным решениям, новому подходу, быть готовым начинать жизнь с чистого листа.
Опять же, активное время для поездок, переездов, смены места жительства, просто для путешествий с целью повидать мир, набраться новой энергии, новых знаний, взаимодействия с другими культурами, то есть наполниться внутренне. И мир, конечно же, если вы планировали реализацию своего дела, бизнеса через интернет, опять же, самое время это все дело внедрять, добиваться поставленных результатов. Для кого-то в связке, в совокупности этих карт это может быть приобретение недвижимости за рубежом, то есть можете рассматривать такие аспекты, либо проведение каких-либо ваших семейных мероприятий, опять же, как в иной стране, в другом регионе, то, что вам подарит радость и зону комфорта. Давайте с вами посмотрим неожиданность этого периода, что здесь будет по факту. Так, Солнце, Женщина, Клевер. И здесь даже, посмотрите, карта мыши, но это поддержка, это помощь, это плодовитость, это продолжение рода, и это, видите, взаимодействие, как стоят друг за друга горой. Может быть, даже как из каких-то корыстных мотивов и побуждений, но тем не менее. Итак, Солнце, Женщина, Клевер. Это появление в вашем поле зрения, в вашем окружении женщины. То есть это может быть подруга, коллега, знакомая, может быть какая-то родственница, которая поспособствует решению ваших дел, ваших ситуаций, каких-то проблемных моментов. Потому что по Солнцу это осветить какие-то моменты и оказать вам непосильную помощь. Потому что здесь это, знаете, как человек, который пришел к вам в нужное время, в нужном месте. Женщина-клевер – человек, который с легкостью решает ваши вопросы, оказывает вам протекцию, особенно если это касается там, повышения заработной платы, либо получения дополнительной прибыли. Для мужчин это появление женщины, которая в вашей жизни как дает ответы на многие вопросы, как озаряет смысл вашего бытия, указывает в чем-то на ваши ошибки, проясняет ситуацию и выводит вас в зону комфорта. Это не обязательно ваша вторая половина, нет, это может быть новая знакомая, подруга, коллега, которая, знаете, как женщина-друг, которая действительно искренне, радушно за вас переживает, вам помогает, вам подсказывает и направляет на путь истинный. Ну а для женщин это самое время реализации, улучшения внешнего вида и работы над вашим здоровьем посредством гомеопатии, трав, либо по рекомендации врача, конечно же, то, что может изменить какие-то хронические процессы. Вот такой у вас расклад, вот такой у вас период. Верю в то, что информация вам будет во благо. Сделаем все для того, чтобы все в вашей жизни менялось в лучшую сторону. Закроем вашими арканами. Но от вас по прошествии периода я, конечно же, буду ждать обратной связи относительно того, как отыгралась эта информация, как прошел ваш месяц и какие события у вас произошли. Буду вам благодарна за обратную связь, за внимание, за ваши лайки, за ваши репосты. Я с вами не прощаюсь. До новых видео.